Приветствую! Вы на канале Realistic PS. Недавно я ударился в ностальгию и принялся играть в режим карьеры за игрока, ну или другими словами, в режим стать легендой в PS 2012. И несмотря на то, что 12 часть не самая благоприятная на геймплей, я все равно играл в режим с неким упоением. И это учитывая, что 12 части уже порядком 8-9 лет, и тогда в ее режимах были интересные геймплейные фишки, которые по-своему завлекали, и из-за них в режим было куда интереснее играть, нежели сейчас. А поэтому сегодня я решил поговорить о 5 фишках, которые бы вернули интерес игроков к такому режиму, как стать легендой. Перед началом не забудьте поставить лайк под этим видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе о выходе нового видео. Ну а перед тем, как мы начнем, хочу порекомендовать вам один интересный фан-сайт по серии игр Pro Evolution Soccer – psrus.ru. На нем вы найдете различные патчи для разных частей PS, актуальные новости, а также встретите отзывчивую администрацию, которая всегда ответит на ваш вопрос. psrus.ru. Ссылка в описании. Первая фишка – это тренировка вашего футболиста. Думаю, мне не стоит объяснять, что тренировки – это неотъемлемая часть жизни футболиста. А поэтому было бы куда логичным добавить тренировки между матчами, как это сделали, например, в FIFA. В зависимости от уровня вашего футболиста, того же уровня будут и тренировки. Они бы помогали молодому футболисту тренировать удары или точные пасы, которых так не хватает в начале карьеры. Вторая фишка – это прокачка футболиста. Когда вы только-только создаете вашего футболиста, вам на выбор доступны все имеющиеся бутсы, любые виды футболки, заправленная, выправленная, или с длинным рукавом, или термо и так далее. Я же предлагаю открывать все эти параметры внешности, исходя из прокачки вашего созданного игрока. Например, на старте карьеры вам доступны бичевые бутсы, и если ваш футболист добьется рейтинга 7.0 в следующем матче, ему откроются бутсы от Puma, например. Довольно простая фишка, но вполне может сподвигнуть игроков играть упорнее, дабы добиваться той или иной вещицы. Третье, и куда же без него, это агент футболиста. Здесь в принципе все понятно. Чем лучше агент, тем он дороже. Чем он дороже, тем он профессиональнее. А чем он профессиональнее, тем больше у вас шансов перейти в топ-клуб. В 20-й части уже вернули агента, но кат-сцен с ним в игре нет, а дает он о себе знать лишь в сообщениях, которые получает футболист. Как по мне, было бы неплохо его вернуть, а вместе с ним вернуть и пару-тройку кат-сцен. Четвертое – это вернуть график популярности игрока, а также вернуть окошко с его индивидуальными призами. Эти две небольшие фишки я взял прямиком из 12-й части. Не сказать, что несущественно меняет геймплей режима, но тем не менее, это довольно интересно наблюдать за тем, как с ростом игрока растет его популярность. И чем дольше длится его карьера, тем больше у него скапливается завоеванных призов и индивидуальных наград. Пятая фишка не такая реальная, в отличие от остальных, но все же. Это добавление спонсоров для футболиста. Мне кажется, что было бы интересно добавить различных фейковых спонсоров для игрока, с последующей возможностью их редактирования. Например, когда игрок переходит в более-менее именитый клуб и имеет при себе рейтинг от 77 до 80, он получает рекламные контракты, которые разнообразят его заработок, а также это поможет ему нанять лучшего агента. Ну и чем популярнее игрок, тем жирнее контракты ему будут приходить. И это были 5 интересных игровых фишек, которые было бы неплохо добавить для разнообразия игрового процесса в карьере за игрока. Все вышесказанное чисто мое мнение, а поэтому хотелось бы узнать, что вы думаете об этом, поэтому пишите в комментариях. Также напишите свои интересные фишки, которые бы вы хотели видеть в следующей части. Ну а мы на этом будем заканчивать. Перед тем, как я с вами попрощаюсь, в очередной раз напомню, что было бы неплохо поставить лайк под этим видео и оставить свой комментарий. Тем самым ваша активность помогает продвижению этого ролика и канала соответственно. Ну а если вы до сих пор не подписаны, то обязательно подписывайтесь, ведь контент по 5 здесь выходит каждую неделю. К тому же, наш канал уже близок к 2000 подписчикам, поэтому вся надежда на вас, ребята. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорой встречи в следующих видео на канале Realistic PS. Всем пока!